знаете, наверное, эти анекдоты, сколько нужно человек, там, чтобы закрутить лампочку или еще что-то сделать. И интересный же вопрос с точки зрения айтишки, сколько нужно программистов, чтобы разработать сервис или приложение. Здесь прямого в лоб прям такого ответа нет, разумеется. Чисто в теории, если у вас есть 10 лет условных, вы можете и одним человеком это разработать, а то и самостоятельно, еще и обучившись программированию по дороге. Но обычно, если речь идет о каких-то разумных сроках, бюджетах, не там супер космических, то здесь нужно прогнозировать, сколько человек нужно привлечь. Когда вы начинаете изучать вопрос, окажется, что одним программистом, скорее всего, не обойтись, и более того, только программистов-то здесь и недостаточно. И сегодня у нас, собственно, такая тема. Из кого же состоит традиционная, идеальная или нормальная команда разработки? Советую смотреть видео до конца, потому что именно в конце я расскажу еще свое видение о том, как на собрании команды разработки, особенно на старте продукта, когда это прям очень-очень важно, можно сэкономить. И на ком, собственно, сэкономить можно, а на ком не стоит. Приветствую вас, дамы и господа, я Артем Галухин, и мы с вами на кофе-брейке про IT и автоматизацию для вашего бизнеса. За наши успехи. Я в бизнесе и в сервисах вокруг него уже более 10 лет. Была у меня история запуска своего стартапа, который провалился, в основном по моему собственному незнанию. Вот поэтому я пошел обучаться, научился сам программировать, набирался практического опыта, работал в различных компаниях от студий там и до международных стартапов. И теперь у меня есть что вам рассказать, поэтому я на простом языке для предпринимателей рассказываю, что же, собственно, в айтишке происходит. Тема довольно узкоспециализированная, поэтому буду очень благодарен, если вы подпишетесь и дадите знать, что, собственно, мы тут есть, нас тут много, соберем свое ламповое сообщество. Вот, идеально, если у нас прям международное даже комьюнити получится. Поддерживайте видео лайками, это меня бодрит и мотивирует записывать новые видео. В комменты обязательно пишите ваши вопросы, если они есть, потому что, ориентируясь на них, мне будет проще понять, про что, собственно, снимать. Какие-то вещи мне могут казаться, например, простыми, а вам хотелось бы понять более детально ответы на эти вопросы. Также под видео есть ссылка на мой сайт, где вы можете записаться на консультации, собственно, по разработке и, возможно, обратиться даже за разработкой к нам. У меня есть небольшая команда, с которой мы реализовываем какие-то небольшого и среднего размера проекты. И, собственно, давайте к теме, какой состав у традиционной команды разработки. Поехали. Традиционно давайте начнем с того, что обрисуем вообще проблемы, которые мы решаем в сегодняшнем видео. Проблемы ключевых тут две. Первая, как обычно, дороговизна разработки. Все чертовски дорого, поэтому каждая ошибочка стоит огромных денег. Второе — это недостаток знаний, который тоже в индустрии присутствует на всех уровнях, и как следствие неточность в оценке. О чем я говорю? Казалось бы, появилась у вас задача разработать сервис. Вы находите программиста из объявления, говорите ему: разработайте мне сервис. А дальше вам навстречу начинают прилетать вопросы, ответов на которые у вас может либо не быть, либо и дать вам их будет довольно сложно. То есть соберемте давайте техзадания. Ага, здесь уже задача. Покажите мне прототипы ваших экранов, дизайн этих экранов. Еще одна задача, которую программист делать не будет, как вы его не будете об этом просить. Общий дизайн приложения, инфраструктурные требования. И это только самое-самое базовое, что на первом этапе у вас спросит адекватный программист. И в этот момент вам покажется, наверное, что, техзадание — это что вообще такое? Филькина грамота, можно на коленке написать. Дизайн — это вообще можно левой пяткой правой ноги племяннику отдать, он сделает как бы. Тестировать можно самому или попросить еще какого-нибудь родственника. И, возможно, подобные решения будут не самыми лучшими в ситуации, если вы хотите получить что-то более-менее адекватное на выходе. И давайте разбираться, собственно, кто в команде обычно присутствует и чем там занимается. Ввиду высокой сложности разработки, а я имею в виду разработки веб-сервиса, приложения или продукта, то есть чего-то более сложного, чем условный сайт-визитка или рекламная посадочная страница, которые там на конструкторах замечательно собираются. Вот любая подобная разработка ведется в команде. Первый человек, с которого мы начнем, это Product Owner. Это человек, по-русски называется владелец бизнеса. Обычно это, если вы условно придумали идею, то вот вы выступаете в роли Product Owner. Задача Product Owner, как члена команды, именно бизнесовый взгляд на продукт или приложение. Есть такое понятие фичи или функциональная возможность приложения. То есть, например, оплата — это фича, заполнить профиль — это фича, регистрация — это тоже фича. Вот, каждую такую фичу выделяет и приоритизирует именно Product Owner. Можно самому выступать в роли Product Owner. Единственное, что здесь есть некоторая тонкость в том, что нужно именно Product Owner задача описывать поведение, то есть полностью описать всю фичу. Поэтому часто нанимают продакт-оунера со стороны, у которого опыт есть в написании, фичи-реквест называется этот процесс, вот написание именно задания, по которому будут потом разрабатывать, собственно, фичу, прикручивать ее к приложению. Вот, наемный продакт-оунер облегчает жизнь владельцам бизнеса и дает им возможность, например, заняться больше рекламой.
Следующий человек, или не один бывает даже человек, это продакт и project менеджеры. Это руководители, которые в большой команде обычно присутствует и тот, и другой. В маленькой бывает, что кто-то совмещает функции одного с другим. Вот продакт менеджер руководит разработкой всего продукта, особенно если там есть много маленьких еще подкоманд, то как бы видит все это глобально. Project же менеджер руководит целой вот звеном командой разработки. Задача ключевая у менеджеров любого вида в том, чтобы к началу процесса разработки, а разработка обычно идет именно процессами, то есть циклами. Называются они спринты. Есть такая методология разработки, называется Scrum. Про нее есть отдельное видео, если вы в ней не ориентируетесь. Вот в конце видео будет ссылка, посмотрите. Суть в том, что к циклу, к началу разработки у каждого члена команды должны быть набор задач на весь этот цикл. В конце цикла все эти задачи должны быть выполнены. Либо, если какая-то часть задач не выполнена, на общем собрании обсуждается как раз, почему это не было выполнено, что сделать, чтобы в следующий раз было выполнено. Ну, в общем, традиционные менеджерские задачи. Интересная деталь в том, что менеджеры в айтишной команде, они не должны разбираться прям жестко в технологиях, как программисты. И интерес тут вот в чем. Как можно оценивать качество работы программиста, если ты не понимаешь, что он делал, да? А здесь прикол в том, что, хитрая айтишка, дорогая ниша, вот этот скрам так реализован, что вы делегируете самим программистам оценивать свои задачи. И как бы сложно, да, если ты оценил задачу и сам ее не выполнил, что ты скажешь, почему вот ты ее не выполнил? В принципе, проблемы твои, почему, как бы главное, чтобы ты попадал сам в свою оценку. То есть интересная тема, как решили этот вопрос. Следующий важный человек в команде разработки — это технический лид и тим-лид. Это тоже такие должности, которые в маленьких командах могут совмещаться. В больших же обычно тех-лид — это что-то типа технического директора в традиционной компании, то есть человек, который отвечает за всю техническую составляющую. А тим-лид — это тот, кто руководит командами. То есть я уже говорил, что есть клиентская и серверная разработка в отдельном видео, из чего складывается продукт. Соответственно, в команде разработки есть разработчики разных видов. И вот из них тоже могут собираться команды. И командами этими руководит тимлид. Это тот, кто имеет менеджерские способности, но в том числе именно и техническую подоплеку знает, в отличие от проект-менеджеров, которых я упоминал в прошлом пункте. И, соответственно, ключевые задачи, что техлида, что тимлида, это принятие правильных технических решений, обоснование каких-то вот этих выбора технологий, например, потому что когда вы принимаете решение использовать или не использовать какую-то технологию, то вот самые головастые ребята выслушивают мнение своих сотрудников и принимают решение в последней инстанции. Но также их важная задача — оценивать ресурсоемкость какой-то разработки. То есть я уже говорил, что Product Owner придумывает фичу, с ней он приходит, к дизайнерам, забегая наперед, но скоро мы их тоже разберем. Вместе с менеджерами, с дизайнерами они приходят к тех лидам и тим лидам, и вот вместе в такой команде садятся оценивать, а сколько вообще ресурсов понадобится на то, чтобы эту фичу разработать. И в этот момент можно принять решение, например, что фичу вообще не будем разрабатывать, потому что это сложно, или выделяем время у команды разработки и планируем на какой-то срок такую разработку. И раз уж упомянули дизайнеров, давайте, собственно, их и разбирать. Следующий важный человек в команде разработки — это дизайнер. Вернее, применительно к разработке веб-сервисов и продуктов, это UI, UX-дизайнер называется должность. Потому что дизайнер традиционно обычно брендинг разрабатывает, какие-то такие вещи. Часто, кстати, в небольших продуктах дизайнера может и не быть вообще, либо он может быть один на несколько команд, потому что не так много фич разрабатывается, и, соответственно, не так много дизайнеров задействованы. Или если речь идет о студии, например, где команда наемная, то бывает, что дизайнер выступает вообще со стороны заказчика, и в разработку приходят уже готовые интерфейсы, макеты страничек как бы с фичами. Да, чтобы понимать, UI и UX расшифровывается как User Interface или User Experience, или по-русски пользовательский интерфейс, пользовательский опыт. Соответственно, пользовательский интерфейс, который разрабатывают дизайнеры, это то, как выглядит экранчик, где какая кнопочка находится, а пользовательский опыт — это описание процесса, как пользователь должен фичей пользоваться. И, собственно, переходим к задачам как раз дизайнеров. Почему я топлю за то, чтобы серьезно относиться к их труду, а то бывает так, что люди думают, племянник мой нарисует экран, или я сам нарисую, в принципе, наплевать, у меня же идея крутая, значит, так оно и зайдет. Но на самом деле, если вы пользуетесь каким-то веб-сервисом, сайтом условно, и вам кажется, что им пользоваться удобно, то это в первую очередь заслуга именно дизайнеров, а не разработчиков, еще кого-то. Потому что если дизайнеры придумали, как этим удобно пользоваться, и оказалось, что этим действительно удобно пользоваться, вот вам удобно. Именно по этой причине заниматься дизайном самостоятельно, рисовать на коленке какие-то макеты, я настоятельно не советую, потому что вы просто снижаете шансы на успех своего собственного продукта. Следующий, тоже не менее важный и довольно ответственный человек в команде разработки — это тестировщик или QA-специалист, или по-русски расшифровывается Quality Assurance, специалист по оценке качества. Тут, как и во всей айтишке, тоже не все так просто. Есть мануальные тестировщики — это те, кто ручками прокликивают приложение в поисках багов,
проблем, там сломалось, что не сломалось. А есть, например, автотестировщики, и это уже полноценные программисты, которые должны понимать и в серверной части приложения, и в клиентской, и все это уметь как-то описать тестами. Ну, в общем, решают прям жестко программистские задачи. Зато у вас есть автоматизированная система для проверки качества. Не рухнуло ли что-то при внесении изменений. Вот. Ну и, собственно, задачи тестировщиков, чтобы все работало. Потому что вы итеративно, ну или по частям вносите изменения в свой продукт. Каждый раз, когда вы в него вносите изменения, его надо проверить, работает ли как надо то, что реализовано, и не сломалось ли по дороге что-то из того, что работало раньше, пока вы это реализовывали. Ну, такое часто бывает, потому что все внутри продукта связано. Так что QA-специалист очень важный участник разработки. Без него великие риски есть, что что-то где-то отвалится, а вы этого даже не заметите. Ну и, собственно, наконец-то, сколько уже перечислили специалистов и добрались до программистов, до разработчиков. Здесь повторюсь, продукт обычно состоит из серверной части, клиентской части, а это реализуют разные типы разработчиков, причем серверные разработчики называются бэкэнд разработка, разработчик клиентская часть. Если мы говорим про компьютер и про браузер, то это фронт-энд разработчик. Если мы говорим про мобильные телефоны, мобильные приложения, то это iOS или Android разработчик, в зависимости от платформы. И, соответственно, если вы хотите везде присутствовать и иметь серверную часть, ну вот минимум 4 разработчика вам нужно, да, иметь в штате. Есть, конечно, такие ребята, которые называются full-stack разработчики. Они должны в себе совмещать функцию, например, серверного и клиентского разработчика какого-то. То есть, например, он умеет мобилку и сервер писать, или все вместе умеет писать. Есть как бы и такие. Но стоит понимать, что специалист на все руки в каждом моменте слабее, чем узкоспециалист в конкретной теме. Ну, задачи у разработчиков уже, я думаю, очевидно понятны. То есть к ним спускается вот этот вот фичи-реквест от продакт-оунеров с задачей на разработку фичи вместе с дизайнами, вместе с описаниями, возможно, даже с описанием того, как это будут тестировать и что должно получиться на выходе. Задача разработчика написать код, чтобы вот оно ровно так, как написано, и работало. И потом все это отдать тестировщику, чтобы он тестировал. И это я очень-очень поверхностно пробежался прям буквально шапочно по составу команды разработки, особенно в части задач, которые выполняют разные специалисты, потому что про каждую роль, особенно где я их там вместе собрал по 2, можно снять отдельное видео и прям там отдельно расписывать должностные инструкции по процессам, кто там чем занимается, каким образом. Но для данного видео это не сильно важно, поэтому давайте обсудим, как, собственно, можно сэкономить, чтобы на старте продукта, например, разработки, не нанимать всю эту команду в штат. Ну, во-первых, роль продакт-оунера можно взять на себя. Об этом мы уже говорили, и в целом, скорее всего, так оно и будет, потому что кто, кроме вас, вашу идею нормально опишет. Роль дизайнера, как я уже и говорил, на себя лучше не брать, и племянникам, друзьям, знакомым лучше не отдавать, если они не являются профессиональными дизайнерами. Но с дизайнерами в чем простота? Их задача довольно понятна, и ее можно выделить в отдельные задачки, оценить в каких-то часах, например, и найти на фрилансе себе человека, который будет частичной занятостью на вас работать. Вот вы ему будете говорить, что вы хотите, какую фичу реализовать, а он вам под нее будет рисовать интерфейсы. Это гораздо дешевле, чем в штате держать специалиста UI UX дизайнера. Тем более, что они довольно дорого стоят на самом деле тоже. Что касается тестирования, если вы разрабатываете вот прям первую версию своего продукта, и она еще не была релизнута, то есть не была загружена в интернет, чтобы ей пользовались люди, то, возможно, лучшая самая схема будет выступать самостоятельно в роли тестировщика. Тем более, вам все равно нужно принимать работу, которую для вас будут выполнять, и как вы ее будете принимать, кроме чем прокликивая, собственно, по собственным же сценариям, как оно должно работать, работает ли оно так. Это в том числе вам поможет не принимать весь продукт в конце целиком, а, сложно тестировать очень большой продукт, а принимать его по частям, закрывать работы и оплачивать. Что же касается разработчиков, очевидно, что самостоятельно их заменить не получится, то есть придется нанимать, и, скорее всего, минимум 2 человек, чтобы иметь серверного разработчика и клиентского на ту платформу, на которой вы хотите присутствовать. А то и 4, если вы хотите присутствовать везде. И это минимум, потому что вообще по-хорошему в нормальной команде должно быть минимум по 2 разработчика на каждом направлении. Потому что 2 головы лучше одной. Вы прикрываете собственные риски того, что, заболел один человек, да, и вся команда стоит, потому что один разработчик не работает. Потому что, разработка найдет параллельно по всем процессам. Плюс есть такой процесс, называется код-ревью, когда один программист другого проверяет. И вот, когда у вас 2, как минимум, вы можете друг друга проверять. Когда один, к сожалению, нет. Ну и вот, собственно, вся команда разработки и мои соображения о том, как ее можно оптимизировать, особенно на начальных этапах разработки нового продукта. Если есть еще вопросы или хотите найти команду для собственной разработки, можете, прямо под видео есть контакты, адрес сайта, где указана моя занятость, стоимость и услуги, которые я оказываю, от консалтинга и до небольшой какой-то разработки со своей проверенной командой. Вот, обращайтесь. В целом же, если видео понравилось, ставьте лайк.
Поддерживайте, ваши вопросы кидайте в комменты. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И с вами был Артем Галухин. Кофе-брейк про IT и автоматизацию для вашего бизнеса. Если кофе еще остался и хотите посмотреть больше полезного контента, вот, пожалуйста, выбирайте, что посмотреть. А у меня на сегодня для вас все. Пока-пока.